Сегодня вторник, и у нас сейчас будет встреча с гидом. Мы недавно проснулись, сейчас 8:30, в 9 должен прибыть гид. Сейчас соберем палатку, приготовимся к хайку по леднику. Вот мы пересекаем платный мост, которым заведует богатая семья в этом регионе. Прайс стоит $300. Значит, ключ на 1 год стоит $300 на одну машину. Вот это у них такой бизнес. Он, счастливый обладатель ключа, пересекает мост с другой стороны. Мы переезжаем через платный мост. На той стороне город Чугач, который прямо до Анкориджа. Вот. А вот этот уже горный массив, который ближе, это уже другие горы. So, what's the name of this mountain range? Like Wrangles? Yeah, Rangalia mountain range. And then this Uh-huh. is Fireweed specifically. So which one? The tallest one? Yeah, all that entire section is all Fireweed. Fireweed. Okay. So it's not... Yeah. Fireweed это значит Иван-чай по-русски. Это вот эта секция гор называется Иван-чай. Отсюда мы начинаем наш поход на ледник. Ага. So that's the pretty much. Yeah, you'll go. Ага. Мы сегодня будем плавать вот по тому озеру с плавающими айсбергами. Вот здание шахты. Сама шахта, наверное, где-то, не знаю, увидим мы ее или нет, но вот здесь, предположительно, был офис. А вот это все за офисом идет ледник, покрытый грязью, камнями, но под ним 200 футов льда. Pretty much. And then everything would start up there. All the cable cars would bring all the copper ore, and it'd be filtered clean. And right here, this one was the leaching plant where they chemically removed the copper from all the other sediment. And then the railroad came right through here, and then the train cars would pull through that like garage-looking piece, and then get loaded there. Yeah. Это вот первое здание, которое построили, это здание офиса. Вот это вот высокое здание больницы. И в этой больнице стоял рентгеновский аппарат. Вот здесь происходило поступление меди сверху, она очищалась, эта руда, и шла вниз. Вот. И здесь уже грузилось в вагоны. Здесь была раньше железная дорога. Вот перекошенное здание. This was the one of only 2 places in Alaska that had an X-ray machine for like a hospital. They had the most advanced hospital other than Fairbanks, Alaska. So people who never even worked here would get on a train to come here to like have their babies or see a doctor because they were such great doctors here. Остатки железной дороги. Заходим в здание электростанции на паровых двигателях. Здесь вырабатывалась энергия для нужд шахты на паровых двигателях. Yeah, like that's generator over here, and they're all powered by these.
1933 году, когда была Великая депрессия, добыча прекратилась. Это вот поселение шахтеров и различные административные офисы. Это была железная дорога, но когда производство прекратилось, то рельсы просто сбросили на обочину. Вот. И получилась обычная дорога, автомагистраль. Вот, она, конечно, грунтовая, ее периодически ремонтируют, укатывают каждый год перед сезоном. Вот, но вот эти остатки рельс по бокам напоминают о том, что когда-то была железная дорога там проходила. Здесь открывается вид на гору Блэкборн, она покрыта снегом. Вот. И расстояние до нее такое же, как и вот до тех гор, до того дальнего горного массива Чугач. Но из-за того, что эта гора огромная, то кажется, что она ближе. Здесь, наверное, не будет видно, но она массивная. И она называется Blackburn, потому что это была фамилия человека, первый раз покорившего его, первооткрывателя. Вот, мы так что пообщались с гидом. Вот, и он сказал, что сезонные работники, гиды, в основном студенты, вот, приезжают подрабатывать сюда гидами, и они живут, что называется, off-grid полностью. Это значит, у них нет водопровода, нету электричества, нету газа. Они живут в тентах, довольно, можно сказать, массивных, удобных кемпах, тентах. Вот. Но стирают они в ведре одежду, вот. Воду берут из колодца питьевую, заряжают телефоны и другие девайсы при помощи солнечных батарей. Вот. Выходных у них тоже нет, всегда работа находится. То просушить костюмы после рафтинга, то отправить группу, то привезти, то забрать. В общем, работы у них хватает. Это хорошая практика, хорошая школа. И вот мы сейчас приближаемся к очередной группе туристов. Они двигаются помедленнее, но пожилые люди. Вот, значит, здесь мы видим, как два ледника соединяются вместе. Вот, это тектоническая плита более темного цвета. Она, оказывается, это кусок тектонической плиты совсем маленький, который был выдавлен ледником наверх. Вот, и здесь находят следы морской жизни, какие-то остатки морских животных. Вот. Значит, на той стороне идет ледник с Blackburn Mountain, а он называется Кенникот ледник, а вот этот, который на этой стороне, на который мы сейчас идем, называется Root Glacier, или коренной ледник, не знаю, как перевести. Приближаемся к леднику. Is the eyeball of like a crocodile. Uh-huh. And then the next point to the right is another eyeball. It comes down, and this is the nose over here. See that? Oh yeah, You can yeah, kinda that's see it. awesome. Да, That's really крокодила. cool. Yeah. I saw То есть темная гора из базальта, а верхняя из limestone, right? limestone. Yeah, on top, Ага. and then the basalt on the bottom. And basalt has more water in it. Yeah, right? basalt is like from the ocean, because this plate came originally from like where Hawaii is.
rotated and twisted and got pushed all the way here and then Вот. pushed. И ледник доходил вон до тех деревьев. Раньше, сотни лет назад. Уровень его упал на 300 футов. Вот. И сейчас вот этот ледник, у него толщина льда где-то от 200 до 300 футов. Вот мы подходим уже к леднику, он совсем близко. Вот, и здесь можно увидеть ручеек, который течет как бы под ледником. Вот, и образует речку Пенников. Ага, они, значит, идут делать ice climbing, то есть взбираться по льду. Где-то, наверное, за ледником практиковаться. Надеваем крампоны. Первые шаги по леднику. Конечно, это еще не лед. Вот, но вот уже начинается ледник. Вот уже лед виден. Конечно, он присыпан камнями, грязью. Feeling good so far? Yeah, good. Вот маленький ручеек. Фух, вот мы добрались до ледника. Одели крампоны и в них шлепаем. И по льду. Шикарно видеть здесь. And then right below that, you can see all that rock and like sediment. Yeah. That's what's a rock glacier. So that used to be a glacier a few hundred years ago, and then all that rock is what's left. It's like this, the glacier's skeleton, pretty much. Готовят линии для той группы, которая сейчас вот полезет делать ice climbing. Вот там вдалеке ледяной водопад, который движется со скоростью 3 метра в день. И люди, никто так и не смог покорить его из-за того, что там слишком быстро движется снег, образуется криваса, и люди просто физически не могут туда пролезть. Вот, некоторые падают в кривасу и умирают. Вот, некоторые просто отказываются от дальнейшего похода, но туда так никто и не залез. Это мини-кривас. Beautiful. It's amazing how clear it is. Look at the Да. structure. Uh-huh. Вот в этом ручейке мы решили набрать воды. Вода питьевая, полна полезных элементов, кальция. Вот возле водопада ice climbing. Живем. Я заказал себе чугач
Окей, мы идем на озеро такой тропинкой через ручей. На озеро с айсбергами, где поплаваем около Yeah, часа. on the other side of the river it didn't flood. Over there, where we Put go, in. go through the Oh, the it road was, goes through the river, yeah. the old route of the yeah, river. it was filled with water, but it wasn't too deep. Yeah. Неделю назад уровень был на 8 фитов больше из-за массивного таяния льдов. И отсюда, вот из этого озера, берет начало речка Кеннико. Вот подтаивает лед на этом острове. And that's just how much pressure there is inside Мгм. the glacier to Yeah. make it so clear. Squeezes out every last bit of it. Такие маленькие кусочки называются берголат. Они очень сильно запрессованы давлением, и они получаются Yeah, очень it's fine. чистые. Yeah. Мы сейчас находимся на огромном айсберге, покрытом камнями. Да, кажется, что это остров. Но на самом деле это айсберг огромный. Сейчас мы подойдем ко льду на другой стороне. Similar idea what they use for lake, not to or rather water supply. Yeah. Да, это лед. That's it. Let's see which one is harder. Harder. Okay, you wanna test it? Yeah, That's looks it. like. Rock is definitely harder. Yeah. We're just trying to cover that back up so it doesn't get big. And then it'll start melting real bad. Cool. Окей. Вот река, мы сейчас в нее вплываем. Мы плывем. There's a SEAG bus going through. Ага, SEAG van. ага. All forward good. Вот мост из вагонеток сделан. Вагона. Из вагонов, да. You Из... can really see the train car. Ага. And this one right here was straight. See how it's bent or turned 6 miles down the river. Ага, окей. I'm just checking she's okay. I think we passed the worst part, right? I don't know. Say yes. Just say yes. You guys ready for the waterfall, the big one? Yeah. Alright. Waterfall. 25-foot waterfall will be running through it, so that's pretty sweet. It's a joke, I guess. Yeah. I get some people. I almost had you. Dude, we should have gone through there, huh? Yeah. Maybe That's a waterfall. No? Yeah. Держи весло, держи весло. Oh man! Ah! Woo! Wow! Whoa! Ow! Bump, bump. Alright. A bit higher water, so it's actually a little bit smaller than 12 right now. Ага. It's constantly changing.
like a 15. Yeah. Yeah, some spots get quicker. All forward. This big rock right here to our left is called Beef Stew. This one? Or on the left? This one? Last week we had a boat go through that and 2 people popped out. And I had to grab them with, I had both of them on that little tiny kayak with me. Ага. That was the hardest I've ever had to paddle. Somebody route. Good thing we got off the glacier when we did, huh? Yeah. Очень узкая здесь река и мелкая. Нам нужно сейчас пригнуться и держаться вместе к центру лодки. Вот, впереди Кейлин, она нас сопровождает. Если кто-то из нас вывалится, можно постараться подплыть к ней и, Она тебя веслом даст. ну, надо увернуться от весла и постараться схватиться и ее из лодки, Занять ее место. занять ее место, да. Look at that, that's sweet. Ready to ride that out, guys? Yeah. What should we do? This bump, get close, get Bump. nice and low. Uh-huh. All control us, don't worry. Oh. That was sweet. Wow. Alright, all forward. And stop. You guys should become raft guides once you're done being software engineers. Yeah. Yeah, it's a lot of fun. I don't think I have enough of rapids in Yeah. 5 miles. It's not too crazy. Ну что, первые впечатления? Шикарно. Надо еще, надо повторять. Да, ну 3 дня было бы слишком много, я думаю. Нет, 3 дня было бы не так. Мы бы Вот это- спокойно плыли там, да. Этот один, вот его и надо было. Как мы Так- сделали. Так мы по какому... Ну, 5 миль, зато активно. ну да. Я думаю, речка здесь продолжается с такой же скоростью. Ну, уже не так как бы страшно, уже в конце вообще ерунда. А первые эти пороги, блин, да, прикольно было. Не уплыли туда, в Читну, да? Сейчас вот ключи где-то должны быть здесь. Самый драматический момент нашего путешествия. И ключи, Ищем. Их нет. и ключи появляются. Так, он все равно что-то. Ну ладно, пока Леша ищет ключи, здесь образовалась огромная грозовая туча. Вон там вообще уже льет дождь вот перед теми горами. И сейчас, наверное, накроет нас. Вот. Так что это нам Маккарти говорит до свидания, прощается с нами. Вот, отличные гиды, классные ребята. Вот, все правильно сделали, все замечательно. Вот, просто супер. Вот лоси бегут. Лосиха и маленький лосенок. Испугали мы их немного. Вот они пробежали. Все, выезжаем мы из Маккарти, заезжаем в Читну, опять через эти ворота. Сейчас нам нужно заправиться, перекусить, принять душ, и, возможно, мы доедем до Валдиза к вечеру. 2,5 часа дороги. Хороший план. Читна. Мы эту часть города не снимали. Беседочка, столик. Вау, папаня с бутылкой сидит. Вау, и ребенок жуткий. И домик тоже жутковатый. Вот, мы опять в Кенни Лейк Меркантиль. Заехали чисто перекусить.
Сегодня мы уже здесь как гости. Вот используем эту гостевую беседочку, которая отдельно стоит. Заказали, купили еды, заправились, заказали душевые токены. Вот они так выглядят. И благодаря этому токену можно помыться. Душ будет работать 6 минут. И сколько он стоит? $6, да, токен? Ну, вот. И также выдали полотенце, что очень удобно. Душ там хорошая. Вот. Там 8 минут она дает, да? 8? У меня было 8. У тебя 6? Это на то, чтобы горячая вода там, она сливается так, ну, может, там написано до 40 секунд. Ну, или 20. Вот наши остатки палтуса и сальмона. Сейчас мы сделаем рисовый супчик. Или какой-то засыпал. Это не супчик будет, просто гарнир, да? Просто рис. Кашка. Рисовая каша. Гречневая? Гречка. Окей. И, значит, план поехать на Валдис. Выдвинулись на Валдис. Перекусили, приняли душ. И нам нужно проехать 87 миль за 1,5 часа. И мы будем в Валдисе. Разговаривали с байкером, который путешествует из Айдахо с отцом. Вот. Они уже намотали 4,5 миль. Сказал, что в Валдисе видел мужиков и рыбаков с полными коробками рыбы. Так что мы решили вот выехать сейчас 10:30 вечера. Решили как можно быстрее ехать туда за рыбой, чтобы она не закончилась. Да, до того, как мы приедем. Так что быстро несемся. Вот мы едем по дороге за свечками. Едем за машиной. Здесь огромный ремонт идет, видимо. А на фоне горы со льдом. Или это ледник? Ледник, да. Это ледник. Только что проехали мимо паренька флагмана, который стоит с 11 до 7 утра. 8 часов смена. Нельзя слушать электронику ему, музыку. Вот. Книжку читать можно, но в дождь, и ночью, само собой, не почитаешь. Почему? У него там лампа есть. Вот. В дождь не почитаешь, да. Электронная. Электроникой пользоваться нельзя, то есть. И вот именно стоит, вот как солдат. Стройки никакой нету. Вот Леша прав, что поставили бы светофор, и все автоматически. То есть до завтрашнего утра. А дальше там все, когда строители придут на работу, возобновили бы этих флагманов там или как-то так.